Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина. Я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если ваша жизненная ситуация требует совета, соскучились по-доброму, но честному слову поддержки, я вас поздравляю, вы попали на нужный канал. Я этим всем щедро делюсь. С точки зрения психологии, нам, девочкам, важно знать, понимать, какой нас видят мужчины. Это в идеале помогает нам выстраивать гармоничные отношения. Зная, какой тебя воспринимают мужчины, можно подкорректировать поведение с ними, подчеркивая свои самые сильные стороны и нивелируя слабые в их глазах. У нас нет слабых сторон, да, девочки? Это яркая черта нашей индивидуальности. Вне зависимости от того, что нам скажет сегодня расклад, что нам расскажут сегодня карты, нужно подчеркивать свою привлекательность, уверенность в себе, доброту, ухоженность, транслировать нужный образ, учитывая, что мужчины часто оценивают через внешность, улыбку, глаза и эмоциональную энергетику. Сегодня рассмотрим, мои хорошие, ваши сильные стороны, слабые стороны с точки зрения мужчин и как нужно и можно это использовать для построения классных, позитивных, наполненных отношений. Смотрим расклад до конца, слушаем советы. Делаю вашу сигнификацию сразу, девочки. Какая вы? Что заложила в вас матушка природа? Смотрим. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Бог ты мой. Показано мне, вы хотите вырваться, перейти на новый, вырваться из какого-то, может быть, окружение тут токсичные на данный момент, как будто бы люди, которые могут, мягко говоря, пытаться портить вам жизнь. Или вы как в болоте в каком-то застряли, да, образно говоря, хотите уже совершить этот квантовый скачок, переход на новый уровень. Вот эта карта об этом, как будто поднимается дирижабль этот в воздух вверх, и вы улетаете в свое новое замечательное будущее, настоящее, оставляя всю эту негативную энергетику всех этих людей токсичных позади себя, да, как будто бы вы говорите: я уже созрела для перехода на новый уровень, хватит мне в этом находиться, я уже в этом слишком долго нахожусь, может быть. Но по идее вот этого вот перехода пока как будто бы не случается. Этот переход у многих касается чего? Тут у меня карта страсть, темперамент, черная кошка, какие-то тут сплетни, дьявол, верность. Давайте так. У многих вы хотели бы уже закрыть какую-то страничку в вашей жизни, связанную с мужчиной, со страстью с какой-то, может, с любовной историей, которая принесла вам много, с одной стороны, эмоций, да, накал тут страстей был, может быть, почувствовали себя роскошной, сексуальной, привлекательной, харизматичной женщиной. С другой стороны, по дьяволу тут могли быть созависимые отношения, это могло принести сколь много, я даже не буду говорить тут позитивных эмоций, тут ярких эмоций, да, давайте так. Жизнь была окрашена в яркие краски. С другой стороны, тут могло быть разочарование, боль, предательство. Это все сюда. Очень много вообще под черной кошечки, как будто бы тайн, каких-то недоговоренностей, умалчивания. Сплетни. Вокруг вас очень много сплетен, мне так показано. Хотя сама по себе
девушка, которая стремится, опять-таки, вот эта карта говорит о том, что вы не хотите зависать там в развитии своем, вы хотите идти вперед, опять эти квантовые скачки совершать, вы хотите узнавать, разбираться, может быть, в своей жизни, вообще хотите разобраться, чего я хочу и как мне этого достичь, да. Опять-таки, сочетание вот этих карт говорит, сама по себе темпераментная, страстная, яркая, многого даже сами о себе не знаете, сами для себя еще как будто бы в чем-то даже можете удивлять сами себя. Какие-то стороны вашей личности, они еще скрыты, не раскрыты, потенциал не раскрыт. Это об этом все. Для мужчин привлекательная манка. Вам бы очень хотелось тут по этой карте, как будто бы вы хотели бы там с одним мужчиной выстроить отношения прочные. Это карта верности. Допустим, встретить его, да, и там до глубокой старости быть вместе. Вот вы видите, старички изображены счастливые. Вы хотели бы таких гармоничных взаимоотношений. Но рядом карта дьявола. Это история о том, что ну как-то вот не получается, не складывается. Вот как будто бы какие-то преграды. Тех самых взаимоотношений, того самого рядышком я не вижу, девочки. Но опять дьявол, вот тут на это два дьявола ложится еще раз дьявол. Почему-то мне показано, вы с мужчиной, с мужчинами, может изначально они оценивают вас, вы привлекательны, манкая, да, у кого-то даже дружеские взаимоотношения могут быть, да, такие завязываться, а при этом вас интересуют ресурсные мужчины, даже не в плане материалки, хотя это тоже, да, вам бедный студент Вася вряд ли будет интересен особо в плане построения серьезных взаимоотношений. Тут другое. А потом как будто бы вроде все начинает складываться как-то, история любовная, а потом какая-то тут включается борьба. Борьба, дьявол, может быть даже желание где-то, знаете, вот такое как будто бы, может вы пытаетесь мужчину даже где-то построить, пытаетесь показать ему, как с вами можно, как нельзя. Это эти рамочки, границы. Тут как будто бы изначально вы каких-то мужчин можете выбирать, таких, которым вообще уже, ну скажем так, такое у меня как складывается впечатление, вот выбираете какого-то сильного мужчину, абсолютно не привыкшего подстраиваться под женщин, даже учитывать какие-то там какие-то пожелания женщины, опять-таки, как будто бы прислушиваться к ее желаниям, потребностям. И вы пытаетесь его переделать, вы пытаетесь его, ну, другими словами, как бы построить, где-то прогнуть. Как будто бы тут мне по этим картам как будто как даже дрессировка какая-то идет с вашей стороны. Мне так идет. Ну, борьба. Тут в ответ мужчина может тут включать также, знаете, какой-то такой режим, нифига, я не прогнусь, я не буду подкаблучником. И тут вместо какой-то любовной истории, вместо страсти, уважения, тут включается режим, опять, борьба, противодействие, может быть, даже больно друг другу можете делать. Мне вот так вот идет, девочки, дьявол на дьявола. При этом это страсть, при этом это шансы действительно на любовную историю. Вы интересны. Ну, что-то такая какая-то сигнификация ваша у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Так. Какой вас видят, ощущают мужчины, и как это использовать, можно использовать себе во благо. Так, какой вас видят, ощущают мужчины, окружающие, да, как это можно использовать эту информацию себе во благо.
Какой вас видят мужчины? Как это можно использовать эту информацию себе во благо? Какой вас видят, ощущают мужчины? Как использовать эту информацию, полученную себе во благо? Видят, ощущают мужчины. Как использовать себе во благо? Начинаем. Какой вас видят, ощущают мужчины? Одиночка. Интересно. Глазки завязаны, разбитое сердце. При этом вас видят, девочки, видят вас женщина, которая на дух не переносит какие-то манипуляции. То есть вот эти все любые намеки на пикаперские какие-то многоходовочки, на желание вас использовать или вовлечь вас в какие-то там схемы, манипуляции, использовать там опять какие-то такие методы против вас, там провокации, да, как будто бы вы на корню это пресекаете, это все видите насквозь. И тут карта, видите, женщина роскошная, красотка, да, со скалкой в руках стоит и говорит: нифига, вот эта карта манипуляции, как видите, тут один вторым пытается манипулировать, а вы тут будто бы уже смотрите и говорите: ну, только рискни. Карта иллюзии, как будто бы иллюзия и борьба. Ну, в общем, смысл такой, что как будто бы, какой вас видят. Вас видят женщина, которая как рентгеновскими лучами просвечивает мужчину, вот как глянет, да, как будто бы видит его насквозь. При этом карта иллюзии и борьба. Сейчас, девочки, тут капец, такие карты. Ну, уж не знаю, почему вас такой видят. Вас видят женщина, которая может дать отпор. Тут даже не в плане, я надеюсь, не в плане, что вы тут со скалкой или с мачете бегаете, да, по переулку. Нет, тут скорее борьба чисто психологически. Как будто бы вы опять-таки можете противостоять этим манипуляциям. Сама тут еще та. Опять-таки, как будто на дух не выносите мужчин эгоистичных. У вас уже были тут какие-то эти, как это сказать, моменты, прецеденты, да. Тут уже карта ссора, карта эго. Где-то прожили вы этот болезненный урок и для себя решили не быть никогда на вторых ролях, для себя, не предавать себя. Вот это вот считывается. Будто бы для вас это вот пунктик такой даже. Вот, как будто бы только-только мужчина пытается где-то, да, самоутвердиться, может, за ваш счет. Или пытается показать: я тут главный, карта эго. Или, в принципе, своим поведением дает понять, да, что я тут главный, да, твое мнение меня особо не интересует. Тут как будто бы все у вас как это может перемкнуть. В том плане, что для вас мужчина абсолютно легко, вы можете его вычеркнуть, отвернетесь и перестанете вообще на него смотреть. Вот тут что-то такое вот. Это вот то, что сразу я вижу. Вот вас видят такой, воспринимают такой женщиной. Причем тут этому всему может предшествовать какая-то любовная история, которая по факту они понимают, что у вас разбито сердце. В свое время какие-то ваши мечты, иллюзии были разрушены, разбиты. Вы как с завязанными глазками были. То есть какое-то время вы не понимали, может быть, сути происходящего с вами. Может быть, какого мужчину там вы полюбили, напридумывали. Потому что тут, видите, все-таки у девочки завязанные глазки, а тут эго. Мужчина стоит, корону надевает на голову себе. То есть какое-то время вы, может быть, были во взаимоотношениях или хотели взаимоотношений с мужчиной, который любил себя больше всего на свете. Вот почему-то так. Вот вас
как будто бы вот воспринимают, считывают женщины, которая прошла этот болезненный опыт. И для вас это, как, знаете, как больная мозоль. Вот уж точно вы не хотите в свою жизнь больше пускать вот таких мужчин. Многие воспринимают, что вот это ваше разбитое сердечко, это ощущение, оно как будто бы, это как, может, недоверие вот породило в сторону мужчин, да, вот как будто бы вы их смотрите на них, вы скорее не будете подпускать к себе мужчину, скорее не будете раскрывать там свою там душу, объятия и так далее, да. Это как накладывает отпечаток какой, смотрите, темная какая-то история из прошлого, в том плане, что осадочек, да, такой какой-то. И тут замечательная женская ножка, красивая, стройненькая, и тут привязана гиря, и рядом это черная кошка. Скорее всего, это говорит о том, что как вас воспринимают. Вас воспринимают очень привлекательной, но женщина с разбитым сердцем, женщина, которая сама себе где-то запрещает, может быть, даже шансы какие-то с кем-либо брать. Не готовы вы, опять-таки, идти в какие-то новые знакомства, уж тем более выстраивать какие-то взаимоотношения. Вас воспринимает женщина, которая как-то с опаской смотрит, и с каким-то даже, если можно сказать, таким предубеждением, да, в сторону мужчин. Вот так вот. При этом одиночка. Одиночка, я не могу сказать, что вам тут плохо в этом одиночестве. Нет, вы скорее не ищете тут какой-то даже поддержки, не ищете общения. Вас воспринимает женщина, которая будто бы для себя сделала вывод: лучше никак, чем как-нибудь. Вот так вот. При этом белая ворона вообще вас воспринимает не похоже ни на кого. Свои какие-то правила, свои, может быть, тут установочки, видение мира, в том числе видение взаимоотношений между мужчиной и женщиной. У кого-то понимают, что вы, может быть, увлеклись психологией, эзотерикой, или у вас ход как мыслей, да, вот как-то так вот, ваше увлечение связаны опять-таки. Тут не зря это черная кошечка, тут это гиря на ноге. Попытки разобраться, попытки улучшить свою жизнь, попытки вообще изменить свою жизнь, сценарий своей жизни. Вот тут сюда по белой вороне вот это вот все можно так счесть. Опять-таки, вы привлекательны. Тут карта причастия, тут мужская и женская фигура, переплетены тела, и тут какие-то рыбки, лотос расцветает. Это метафорические карты. Для многих вы являетесь лакомым кусочком. Непонятная, манкая. Лотос говорит о чистоте ваших намерений, помыслов, о желании выстраивать отношения прозрачные, да, то есть без всяких вот этих манипуляций. Тут как будто бы вы уже прошли вот эти все стадии, вот эти какие-то игры, опять-таки, может быть, даже какой-то там, знаете, ну флирт это не сюда, но как будто бы вот двусмысленные намеки. Вам в этом не интересно. Как будто бы они понимают, что ну, это детский сад, вы это уже переросли все. Опять-таки, вот как будто бы они с вами разговаривают, а вы на них смотрите, и ощущения, они себя как, ну, не совсем умными себя чувствуют рядом с вами. Не потому, что они там действительно глупые, а потому что да, как будто бы вы столько уже видели, вот в ваших глазах, так как говорят, это боль еврейского народа, да, а у вас боль читается женщин, которые разбили сердце. Да, это не смешно. Так, при этом, повторюсь, вот эта карта, она говорит о том, что они считывают, что вы действительно можете подарить океан эмоций прекрасных, замечательных мужчине, которого вы полюбите. Но для этого это должен быть такой какой-то мужчина, вот действительно, как ваша вторая половинка. И вы не будете размениваться на какие-то, знаете, там, непонятные варианты. И уж точно вы не из тех женщин, которые будут хвататься там за любого там Колю, Петю, там еще кого-то, просто для того, чтобы вот были штаны, как говорят в доме, да? Нет. Тут вы будете с того самого искать и, может быть, даже не сразу подпустите. Тут так вот. Вот так вас видят, ощущают мужчины сейчас.
Так, как это можно использовать себе во благо, эту информацию? Ну, вот он, тот самый переход на новый уровень, долгожданный, который пока не совсем случается. Так. Что-то в голове фраза девочки. Это мой муж когда-то сказал фразу, он говорит, для того, чтобы... Как же он сказал? Ну, это про гибкость, про умение приспосабливаться, но это что-то мне в этом контексте тут тоже можно. Периодически нужно менять свои какие-то мечты и желания, может отказываться вовремя от прежних, да, если они никак не могут, вы не можете их реализовать. Как будто бы нужно приспосабливаться к изменениям, которые происходят вокруг вас в мире. И вот эта вот наша гибкость, умение приспосабливаться, при этом не отказываясь от самой себя, не предавая себя, но вовремя перестраиваясь. Вот это где-то залог успеха. Ну, это многие об этом говорят, да, что сейчас мир очень быстро меняется, и нужно уметь к этому всему приспособиться, найти свою нишу. Опять-таки, найти единомышленников. Ладно, при этом не теряя свою индивидуальность, да, и не растворяясь ни в ком. Так, ладно, извините, отошла лирика, да, отошла от темы. Как использовать во благо? Тут отчасти вот об этом тоже, что как будто бы вы могли долгое время мечтать о ком-то, о каких-то взаимоотношениях, может быть, идеальных, да, нарисовали себе картинку. А при этом вот эти вот карты тут не говорят о том, что опять-таки все меняется, и вы поменялись, и у вас уже та картинка, вот какого-то вы мужчину себе там напридумывали, а вы уже изменились. И подумайте, тот вот образ какой-то, если вам сейчас встретится этот мужчина, может, вам будет скучно, неинтересно, и у вас уже совершенно другие потребности и желания. То есть тут где-то вам как будто бы, вам даже говорят, присмотритесь, может быть, к мужчинам, которые вас окружают. Вот, почему-то мне так идет. Карта цикличность. Вот как будто бы прошел цикл уже. Вы поменялись, повторяюсь еще раз. Может быть, знаете, обратить внимание на тех мужчин, которых вы раньше даже и близко не смотрели. Не в том плане, что они там какие-то недостойные. Просто другой типаж. Присмотритесь, да, вот тут даже так может быть. Как будто тут идет вот ваши какие-то вот желания, опять-таки, желание, может быть, построить с кем-то взаимоотношения, а тут как будто бы время уже прошло, еще раз повторюсь, и на самом деле, если с таким человеком вы вошли в отношения, может быть, и вам было бы уже и неинтересно, и скучно, и все прогнозируемо. Да, вот тут вот как-то так. Ну ладно. Так, как использовать во благо ту информацию, которую получили? Угу. Так, какой вас видит, какой вас видит. Ну, вообще тут вас как бы призывают на самом деле, опять-таки, к вот этой вот гибкости. Тут манипулятивность ваша, балансирование. Вам говорят, вы можете получить желаемое, у вас все есть для этого. Вы сами по себе это золотая рыбка. Тут карта маг. Вы тот самый маг. Вы обладаете информацией, способностями, навыками, сексуальностью, привлекательностью. При этом вам говорят, вот этот вот самый переход на новый уровень вы можете получить, знаете, не дожидаясь того, вот, когда в вашу жизнь вот ворвется вот что-то прекрасное, да, вот этот корабль, это олицетворение того, что что-то прекрасное, вот как вот это врывается в вашу жизнь, меняет ее с ног на голову. А вам говорят, не надо дожидаться этого. Вот барышня сидит вот тут на этой какой-то жердочке, да, неустойчивой. Рядом вороны каркают, а она сидит вот в ожидании, там уж не знаю чего, может быть, что-то случится, да, как
алые паруса, прям Грей этот приплывет. Тут как будто бы вот это ожидание, прям Ассоль, да, Ассоль, алые паруса, у меня что-то такое. Вам говорят, не нужно ничего вам ждать, вы можете вот так вот потихоньку, балансируя, используя свои способности. Тут не надо там быть токсично, не нужно там манипуляции в каком плане. Манипуляции даже где-то вам, ну, как будто вам предлагают раскрыть саму себя, но это не токсично. Это наоборот, может быть, даже тут карта смирения идет. Это где-то, девочки, даже, я не говорю, там нужно отказаться от каких-то там ваших желаний или идеалов. Нет, но тут как будто бы может принять то, что идеальных людей нет. Может быть, принять, это я по поводу, возвращаюсь по поводу вот этой белой вороны, по поводу каких-то ваших, вот как мужчины вас воспринимают, они видят вас не обязательно там слишком требовательной, но такой довольно-таки жестко принципиальный, вот такой вот вас видят. Вас видят женщины, которые не настроены ни на какой диалог особо. Ну вот так мне вышло, девочки. Умная, мудрая, где-то женщина, которая ничего хорошего не ждет от мужчин, скорее закроется от общения, скорее на вытянутую ручку. А вам предлагают включить где-то свою женственность, гибкость, мягкость. Я не говорю, что вы должны там через силу улыбаться или флиртовать. Нет, это все считывается. Но вам просто говорят о том, что ну, где-то нужно принять то, что, ну, если вам это нужно, конечно, если вам это нужно, опять-таки, что вы можете использовать весь свой потенциал, у вас огромный потенциал по магу, и стать еще более привлекательной. Как будто бы вы можете дать понять мужчинам, что вы не против общения, если вам это нужно. Что-то непонятно мне. Карта цикличность, игра, энергетический пробой. Как? То скорее вас призывают, знаете, как бы вот не выглядело, да, вот маг, манипулятор, да, но при этом вас призывают не увлекаться там игрой какой-то, карта игра. Может быть, не заигрываться, не давать каких-то ненужных ложных обещаний, какие-то игры, знаете, вот эти двойные посылы. Может быть, опять-таки, тут попытки кого-то использовать. Это все, вам говорят, это все обернется вам во вред. Энергетический пробой, вы сами от этого пострадаете. Говорят, вы можете вот так вот балансируя совершить этот переход на новый уровень. То есть, действительно, просто как будто бы открыться. Открыться мужчинам, стать более, может быть, понятной им. Ну, тут как будто подчеркивают, игры не нужно вести. Все-таки эта карта смирения, она мне просто не дает покоя. О чем это? Но тут у кого-то еще и болезненная эта история. Мужчина, который мог унизить вас, обесценить ваше желание создавать семью, род. Как будто бы тут такой осадочек, да? Вообще, правда, вот в сторону мужчин недоверие идет. Карта трудности, крысы, как за спиной у вас что-то. У кого-то это ревность, прям ярость, у кого-то это презрение какое-то. Я же говорю, тут как будто у кого-то болит оно, не отпустили. Карта смирения, скорее вам говорят, вы должны это ни в коем случае, понятно, не отрицать этого, ну, если это есть в вашей жизни. Просто, может быть, это проговорить, может обсудить, может для самой себя
сделать выводы. Это было в моей жизни, это урок, который я пытаюсь прожить, да. Тут ангел и демон. Может быть, смирение это по поводу того, что не бывает ровных взаимоотношений, не бывает, ни у кого идеально не бывает. Но вы выбираете там свою жизнь, вы пускаете в свою жизнь партнеров, которые так не будут проявляться. Может быть, даже общаясь, там, если мужчины у вас заинтересованы, может быть, даже это озвучивать. Я больше в свою жизнь этого не пущу, так не подпущу. Мне это не подходят такие сценарии. Ну, скорее так. Или озвучить, что разошлась я с партнером, так как мы смотрели на какие-то вещи вот по-разному, вот на поведение, на проявление. Вообще вас как будто бы говорят о том, что вы правильно все делаете. Это тут карта очищения идет и карта княгиня, ангел и демон. Вы выбираете свой путь, свою дорогу. Вы вправе это делать, и вы правильно делаете, что вы не перекладываете ответственность ни на кого. Ваша жизнь это только ваша жизнь, это ваш выбор. Вот как-то так. Но при этом между строк тут надо прожить, отпустить. Многие не отпустили. Иллюзии, шабаш. Понятно, многие как будто бы боятся повторения ситуаций каких-то, не хотят быть марионеткой, не хотят вновь в иллюзиях каких-то погружаться, уже не верите, не можете разобраться, где правда, а где ложь. Так, использовать. Но опять-таки, как использовать во благо? Больше смотреть на поступки, мне так идет. Мужские поступки, мужские проявления, карта справедливость. И по этим проявлениям, по этим поступкам уже адекватно вам проявляться. То есть не быть скупой на проявление, если вы видите, мужчина расположен в вашу сторону. Не просто на словах, да, действительно поступки совершает ради вас. Даже какие-то мелочи, то хвалить, поощрять во всех смыслах. Ну вот как-то так мне идет, девочки. Вот так использовать всю эту информацию во благо. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.